Watch and learn, brothers. Всем привет, с вами вновь Антон Сологвинов.ком, и я продолжаю рассказывать о еще не вышедших играх, которые будут развлекать нас в конце этого года. И на очереди у нас Call of Duty Black Ops 3, возможно, самый важный Call of Duty за последние годы. И дело даже не в том, что это продолжение Black Ops, да, одной из лучших серий Call of Duty в истории, а в том, что ее создатели, Treyarch, решили достаточно сильно изменить привычную формулу Call of Duty и так вот нехило встряхнуть сериал. Сейчас стартует открытая бета-версия проекта, и я решил собрать все впечатления вот за это лето от Black Ops 3. Вообще чувствуется, что Activision пытается быть поближе к народу в этот раз. Впервые они делают открытый бета-тест с Call of Duty. Ну и в целом всем стало очевидно, что Call of Duty начинает проседать, там никакой катастрофы нету, но тиражи год от года снижаются, они все равно там безумные, рекордные. Но Activision явно пытается переломить этот процесс в обратную сторону, чтобы они снова начали расти. И вот все ставки сейчас сделаны на Black Ops 3. Итак, Black Ops 3 переносит нас в несколько отдаленное будущее, еще более отдаленное, чем в предыдущей игре. За основу взяты достаточно актуальные сегодня идеи из Deus Ex Human Revolution. Это аугментация человека, бионические протезы, мозговые импланты, нейроинтерфейсы. В общем, все то, что сейчас, собственно, происходит в научном мире. Ну и куда это нас все приведет. В общем-то, анонс Black Ops 3 был довольно смешной. Анонсовый ролик один в один напоминал вирусный ролик Deus Ex Human Revolution. Идея с объединением мыслей солдат и использование этого в бою — это явно такой привет Metal Gear Solid 4. Но в целом я скорее рад, что в Call of Duty творится такой киберпанк, пускай заимствованный, потому что чем больше киберпанка, тем лучше. Сейчас на него вновь воцарилась мода, что лично меня безумно радует. Hardpoint locked down. Но если сюжетные заимствования были очевидны с самого анонса, то то, что сделали Treyarch с геймплеем, лично для меня стало большим сюрпризом. Дело в том, что они пошли на заимствование из многих популярных сегодня игр жанра, в том числе у своих коллег из Activision Blizzard. Очень многое в формуле Black Ops 3 напоминает о Destiny, и что интересно, еще даже не выше, чем Overwatch от Blizzard. Ну и многое подсмотрели у своих бывших коллег из Respawn Entertainment и их Titanfall, что, в общем-то, довольно предсказуемо. Особенно учитывая то, что дизайнер мультиплеера оригинальных Call of Duty и Titanfall сейчас перешел обратно в команду Activision. На недавно прошедшем в Кёльне Gamescom Activision и Treyarch как раз представили одиночную кампанию Black Ops 3 и то, как она будет устроена. И произошло, в общем-то, очень неожиданное событие. Дело в том, что одиночная кампания Call of Duty впервые с момента основания сериала действительно пытается изобразить что-то новое. За основу взята концепция Destiny. То есть теперь это игра кооперативная на 4 игроков с сильным фокусом на replayability. То есть на то, чтобы игроки ее проходили не один раз. Как и в Destiny, есть общий хаб, где собираются игроки. Он называется Safe House, и именно из этого убежища они отправляются на различные задания по всему миру. В этом безопасном убежище игроки будут собираться, показывать свои различные оружия, то, как они их разукрасили, показывать свои ачивменты, медали, которые они носят. Ну и еще будет возможность подробнее изучить мир игры, подключиться к такой внутренней вики, где будет больше информации о мире и о происходящих событиях. Своих героев игроки смогут сделать разными благодаря двум модификациям. Это Cyber Course и Tactical Rigs. Cyber Course, они определяют такую специализацию игрока. Это такой набор скиллов, который позволяет либо удаленно что-то хакать, контролировать дронов, лучше сражаться в ближнем бою, например, убивать сразу несколько врагов подряд.
В свою очередь, Tactical Rigs, они меняют то, как двигается игрок и какова роль его на поле боя. То есть одни риги позволят иметь большую защиту, да, и быть таким танком, другие позволят залезать в те места, куда не могут залезть обычные игроки, ну и так далее. Сам дизайн уровней при этом пытается отойти от трубы вот такой кинематографической. Ставка сделана на более просторные локации с большим количеством различных путей и тактик, чтобы игроки брали своих персонажей с уникальными способностями и раз за раз могли по-новому проходить каждый уровень. При этом Treyarch полностью переписали АИ, чтобы он по-живому на все это реагировал. То есть это теперь не просто тир, они будут стараться изображать Destiny с его умными врагами, да, которые активно реагируют на передвижение игроков. Ну и за счет новых открывающихся способностей, да, для персонажей будет достигаться реплеабилити. То есть, чтобы после того, как вы прокачали персонажа, получили какие-то новые способности, чтобы вы вернулись на старую карту и прошли ее по-другому. Ну и плюс обещают, что каждое прохождение за счет вот этого нового АИ и способностей будет абсолютно уникальным. Посмотрим, что получится. Заявка довольно громкая. С мультиплеером все тоже выглядит довольно интересно. Впервые я его опробовал на E3 на закрытой презентации, где впервые в центре Лос-Анджелеса посреди ночи избранным игрокам дали поиграть несколько часов в Call of Duty, что я, собственно, и сделал. Пришлось играть аж до часу ночи и бежать потом еще на следующую презентацию. Было, в общем, все довольно динамично, именно поэтому на месте уже я никак не смог записаться. Да это, наверное, к лучшему, потому что на Gamescom рассказали еще больше подробностей про мультиплеер, а сейчас вот начинается паблик бета для предзаказавших игру, и уже можно составить более полное впечатление. Показывал в первый раз мультиплеер Марк Ламия, совершенно потрясающий глава Treyarch. С ним мы познакомились лет 7 назад, когда я еще впервые ездил в Treyarch, и тогда я выяснил, что это человек, который продюсировал очень многие любимые мной игры, в том числе там первые Jedi Knight, и в общем-то он и вывел Call of Duty, да, Treyarch'овский на вершину Call of Duty строения, превратил Treyarch из таких подмастерий Infinity Ward в лучшую команду, которая сейчас делает Call of Duty. Ну и в общем видно, что сейчас именно они создают все тренды в развитии сериала, и Black Ops 3 явно станет новым таким столпом, на который будут ориентироваться все последующие игры серии. Было там и много других ключевых разработчиков, которые очень долго рассказывали о нововведениях в Black Ops 3, как они там очень долго, годами просто изобретали новую систему движений, очень долго учились делать новые карты под нее. Ну и в общем, на самом деле это было достаточно забавно, потому что новая система движений в Call of Duty — это прямая калька с обожаемого мною Titanfall. Я уже много дифирам пел этой игре и ее геймплею. Это совершенно безумный адреналиновый экшен, который во многом вот благодаря этой системе с прыжками, с беганием по стенам и постоянному непрерывному движению, да, создает абсолютно незабываемые впечатления. И Treyarch не дураки, явно попытались ее повторить. Вышло, в принципе, достойно, но не на таком уровне, как в Titanfall. Даже, в общем-то, видно, что ни сами разработчики, ни игроки, которые сейчас вот играют в открытую бету, еще до конца не освоились с этой системой. Она не так идеально работает, как в том же Titanfall. В дизайне самих карт на самом деле не так много мест, где нужно использовать вот эту беготню по стенам и прыжки. Они скорее находятся не в эпицентре, да, геймплея, а служат такими тактическими шорткатами. То есть по ощущениям Call of Duty все равно остался Call of Duty, но вот с возможностью бегать по стенам, да, и исполнять различные финты. Но в любом случае это намного лучше прошлогодней пошаговой системы из Advanced Warfare. Из довольно неожиданных вещей теперь появились битвы подводные, то есть можно нырять в воду, плавать, там стрелять, тактически это использовать, то есть дожидаться под водой нужного момента и выпрыгивать из нее. У меня буквально в первый же день беты была такая ситуация, когда чувак реально отсиделся под водой, дождался, пока мы пробежим со всей командой, потом выпрыгнул из нее и просто нас всех в спину положил.
Но куда более неожиданным стало появление специалистов, то есть самых натуральных героев. Treyarch просто взяли и подрезали идеи из еще не вышедшего Overwatch и включили в Call of Duty 9, по сути, полноценных героев, то есть полностью с уникальной внешностью, озвученных и с уникальными способностями. Вообще, первое, что вы делаете, зайдя в игру, это выбираете своего специалиста, и у вас есть один токен для того, чтобы открыть либо его оружие, либо способность. То есть у каждого из персонажей теперь есть специальный слот, либо это специальное оружие, либо специальное абилити, которое активируется по ходу игры в зависимости от ваших успехов. Самое смешное, что даже сами герои очень напоминают героев из Overwatch. Один из них, например, бегает с луком, там, со взрывными наконечниками, по обилке смотрит сквозь стены. Другой там прыгает со специальными штуками, чтобы вонзать их в землю и создавать шоковую волну. На обилке носится как сумасшедший. Есть герой, который может телепортироваться назад относительно своего пути. Есть персонаж с револьвером, аннигилейтором, который всех ваншотит и пробивает очень хорошо сквозь стены. Ну, то есть такой полный привет Overwatch. Ну и, в общем-то, все эти идеи достаточно интересно ложатся на привычный мультиплеер Call of Duty и Black Ops. Главным образом, по-моему, разработчики решают проблему со скор-стриками, да, то что только самые-самые хорошие игроки получают возможность использовать различные гаджеты. Тут, по сути, они дают обычным, да, простым смертным возможность раз в несколько минут принять какое-то активное участие в боевых действиях и, в общем, почувствовать себя полезным. Плюс сами разработчики подчеркивают, что система со специалистами создаст дополнительное напряжение во время серьезных киберспортивных матчей, потому что под разные режимы нужно действительно подбирать командам специалистов, чтобы эффективно действовать. Новых режимов пока не анонсировали. Вернется вся классика, вроде Search and Destroy, CTF, Hardpoint. Из предыдущего Call of Duty переедет Uplink. И это, опять же, достаточно логично, потому что у Call of Duty, я много раз говорил, большая проблема с вхождением в киберспорт, потому что они каждый год переизобретают систему, да, по сути, дают игрокам новую игру. Ну и, в общем-то, пока что эта проблема с Call of Duty остается, потому что, ну, каждый раз, когда тебе каждый год нужно переучивать игру заново, это достаточно сильная демотивация для тех, кто хочет играть в нее профессионально. Тем не менее, вот Activision и Treyarch пытаются удовлетворить всех, то есть, с одной стороны, сделать много вещей для киберспортивных игроков, с другой оставить, да, мультиплеер Call of Duty фановым и доступным, и для этого они сделали несколько интересных шагов. В первую очередь, это система Ban and Protect, которая позволяет забанить практически любую составную часть вообще игры. Как бы смешно это ни звучало, они действительно это сделали. В начале каждого матча любой игрок может вынести на рассмотрение, а не забанит ли нам какую-нибудь пушку, или киллстрик, или там возможность вообще целиком отключить создание классов персональных, играть только со стандартами. При этом остальные игроки в этот момент могут сказать: нет, нифига, мы не хотим этого, и проголосовать за отмену этого бана. И, соответственно, все голосуют по каждой шмотке. Надо сказать, что это достаточно смелый шаг со стороны разработчиков, ну, потому что они явно подставляются под такую поверхностную критику на тему того, что, типа, не захотели делать баланс, сделали такую систему, что, ну, все, что угодно можно отключить, самим отбалансировать. С другой стороны, такой момент, он вводит вообще в матчи, особенно, да, там, киберспортивный, массу таких напряженных моментов. По сути, эта система — это такой привет всем чемпионатам по доте, где тоже команды голосуют, каких героев они исключают. Ну и в итоге к игрокам предъявляются гораздо большие требования, то есть нельзя просто взять там любимую пушку, найти и бегать, убивать вот на основе инстинктов и привычки. Теперь тебе действительно нужно знать арсенал игры и уметь его использовать, потому что твою любимую пушку просто банально могут забанить. Ну а для казуальных матчей это прекрасный способ устранять имбовые пушки до того, как их понерфят в патчах. Мне кажется, игроки в Destiny не отказались бы от такой системы. Следующий момент, который разработчики из Treyarch подрезали у своих коллег по Activision Blizzard, это арена. И по названию вы можете догадаться откуда. Из Hearthstone. То есть ее принцип полностью повторяет арену с Hearthstone. Считаются только победы. Есть 20 рангов, по которым игроки, которые хорошо играют, ползут вверх. Если они начинают проигрывать, то они начинают ползти вниз, соответственно. Ну а пройдя 20 рангов, переходит в так называемую
Master Division. В связи с этим интересно, будет ли какая-нибудь монетизация в Black Ops 3, но об этом пока не говорят. Hardpoint identified. Финальное украшение мультиплеерной темы — это тотальная кастомизация всего и вся. Казалось бы, куда уж дальше, но нашли куда. Теперь каждое оружие можно совершенно уникально раскрасить. Даже те 5 атачментов, которые ты навешиваешь на оружие, у них есть несколько моделей на выбор, чтобы вы понимали серьезность замороча. И каждую пушку еще можно раскрасить с 3 сторон 64 слоями декалей. Не знаю, кому это нужно, но кто-то, наверное, заморочится. Capture the objective. Еще немало прокачали Codcaster, это сервис для трансляции матчей в Black Ops. Те, кто транслирует и комментирует матчи, получили еще больше инструментарий, очень гибкую настройку. Различным командам можно давать иконки, выделять определенных игроков на карте. В общем, полный инструментарий для бродкастинга. Но обычные игроки получат возможность смотреть прямо в игре различные лайф-ивенты, вроде чемпионатов и прочего. Sorry, Sensor, gonna stick that one in your back. He's gonna tag him up, just trying to pick one up, gets hit markers, and in comes the Sparrow kill for Gotagas. Sorry about that. Ну и, конечно, Treyarch не могли обойтись без зомби. Этот режим в Black Ops 3 обещает быть таким самым серьезным за всю историю серии. То, что когда-то началось как невинный бонус в World at War, теперь переросло чуть ли не в полноценную игру в игре. На этот раз зомби предстоит мочить в стилистике арт-деко, то есть кино 40-х, нуар, соответствующие герои. Это маг-фокусник, полицейский, боксер и роковая женщина. В этом режиме обещают прям-таки отдельный сюжет. Героев по традиции озвучили голливудские актеры. На этот раз это звезда 90-х Джефф Голдблюм, Хизер Грэм, Нил Макдоноф, шикарнейший Человек-горилла Рон Перлман и Роберт Пикардо. Ну а бонусом к зомби-режиму послужит специальная карта Giant, которая станет своеобразным ремейком карты из World at War и продолжит сюжетную линию с тамошними героями. В общем, в итоге, как видите, получается довольно крутой пакет. Нас ждет абсолютно новый сингл с приветом Destiny. Очень интересно посмотреть, что из этого получится. Мультиплеер сейчас уже можно с уверенностью сказать после беты, что удался. Это реально лучший мультиплеер в Call of Duty со времен Modern Warfare 2. Все, кто смотрел Twitch-трансляцию 18 числа, видел, как я сначала дико сливал, потом раскачался, втянулся и, в общем-то, с трудом оторвался. И то только потому, что в закрытый день беты там было очень мало людей и уже опустили сервера. Ну а в зомби-режим лично мне хочется сыграть прямо сейчас. Ну и кроме того, бета показала, что в Black Ops 3 совершенно потрясающая музыка. У меня даже главная эмоция поначалу была: боже, дайте мне поиграть в сингл, не хочу эту мультиплеерную бету. Дайте скорее же посмотреть, что там с сюжетом, с режиссурой, с кино и так далее. В общем, лично я с нетерпением жду ноября. Это первый Call of Duty за годы, который как-то ждешь с интригой. То есть не как там очередную порцию твоего любимого кино, а как нечто большее. Впервые за последние 3 года Treyarch делает из прихода Call of Duty праздник, и очень хочется, чтобы он удался. На этом все. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайк, если понравилось видео. Больше лайков, больше желания делать новые сюжеты. Подписывайтесь, если еще этого не сделали. Ну и заходите в блог. Там свежие эмоции появляются раньше всего. И не забывайте про канал на Twitch TV. В ближайшие дни будем играть в Black Ops 3. Счастливо и до встречи в новых сюжетах.